Приветствую, друзья! Не так давно мы рассмотрели две модели внутриканальных наушников от компании HS Audio, которые мне настолько понравились, что я начал шерстить интернет в поисках информации о данном бренде. Результаты удивили даже меня самого. На просторах AliExpress я встретил непосредственно OEM-производителя, который занимался созданием указанных выше моделей. Называется компания JS Audio. И поскольку они OEM, то наушники продают без какой-либо картонной упаковки, но зато дешевле. Я заказал на пробу пару. Сегодня же предлагаю поговорить о старшей из них. Это JS Audio SD3. Это гибридная трехдрайверная модель, базирующаяся на одном динамическом и двух фирменных арматурных драйверах от Sonion и Knowles. Думаю, будет интересно. Поехали! Как я уже упомянул, компания JS Audio в целях максимального удешевления своих продуктов не использует вообще никакой упаковки. Наушники я получил в таком вот плотном пластиковом боксе, внутри которого лежала щеточка для чистки, набор белых силиконовых амбушюр разного размера и наушники с уже подсоединенным к ним кабелем. Бокс хороший, на защелке, к насадкам у меня тоже никаких вопросов нет. Кабель здесь посеребренный, довольно-таки внушительный на вид, практически не путается, а сопротивление его составляет 0,118 Ом. Заметьте, не 0,6, не 0,3, а 0,1. Соединение осуществляется на классической уже вилочке 0,78 мм. Сквозь полупрозрачный корпус чашечек виден закрытый динамический драйвер и два арматурных излучателя, от каждого из которых к звуководу ведут специальные акустические канальцы. Сам звуковод выполнен ровно из такого же материала, что и весь остальной корпус, имеет специальное утолщение на краю для лучшего удержания амбушюра. С торца у него 3 отверстия ровно по числу использованных в наушниках излучателей. Кстати, если присмотреться, динамик тут закрыт специальной крышечкой, к которой подсоединен звуковой канал. То есть акустическое оформление корпуса здесь не используется. На фейсплейте же нам вынесли симпатичный такой абстрактный рисунок. В ушах модель сидит отлично, комфортно, с прекрасным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот, собственно, друзья, это все и выглядит. По измерениям мы имеем немного более продолжительный относительно стандарта импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 1,5%, что в принципе нормально. Фаза более-менее тоже в рамках приличия, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 110 миллисекунд соответственно. АЧХ имеет подъем низких частот на 12,5 дБ с хорошим таким насыщением среднего баса. Затем идет выделение области разборчивости с двумя пиками на 2,5 и 4,5 кГц. Компенсационная яма, чтобы убрать лишнюю резкость со свистящих и звенящих звуков. И пик на 8 кГц для усиления детализации и дабы добавить немного воздуха в звучание. Высокие, как видите, нам сильно задвинули по уровню, однако длятся они примерно до 18 кГц. Звучат же герои обзора узнаваемо плотно и очень напористо. В сравнении, например, с Vidix Diamond String и Yandin Aladin, у последних звук намного тоньше и прозрачнее. В то время как GS Audio SD3 это прямо про мясо, глубину и телесность. В зависимости от источника все это, конечно, может быть подано по-разному. Например, с плеером Shanlink M3X, который сам по себе изначально массивный, связка с более легкими Yandin Aladin кажется мелодичнее и чище. А со стационарным ЦАПом SMSL SU8S и усилителем SMSL Hot 200 наоборот. JS Audio SD3 со своей массивностью гораздо больше в тему. То есть все в этом плане решает конкретная реализация. Однако, признаюсь, при лучшей плотности звука мы хотя и немного теряем в деталях, однако образы строятся более цельными и живыми. Основу же у JS Audio SD3 составляют динамик и басовый арматурный излучатель Knowles 22955. Именно из-за этого союза мы и получаем столько массы и объема на низах. Динамический бас дает присущую только ему естественность и саб-составляющую, а арматура примешивает сюда великолепную хлесткость и проработку. Суммарно получается, конечно, не столь прозрачно, зато однозначно мощно. За середину же и верха здесь в ответе всего один арматурный драйвер от Sonion. К сожалению, производитель указывает только его серию, а не конкретную модель. Но благодаря арматурной основе на низах и середине сшиты диапазоны довольно-таки неплохо. Ну и вся та низкочастотная вакханалия просто шикарно ложится в качестве базиса на вокал и разнообразные среднечастотные инструменты. То есть звук как бы прорастает из более плотных низких частот. При этом верха нам здесь
тоже очень грамотно отстроили. Ничего не свистит, не режет и не пилит. Производитель добавил туда немного воздуха, а все высокочастотные хвосты просто отвел на задний план, где все эти перкуссионные хвосты на месте и хорошо ощущаются, однако не выпячиваются вам в лицо и не акцентируют на себе внимание. При тестировании у меня даже возникло четкое ощущение, что GS Audio SD3 специально отстраивали под тяжелую музыку. Настолько точно приподняли бас, грамотно подсветили нижнюю часть середины с находящимися там запилами ритм-гитар, затем на вокале подняли разборчивость и немного выдвинули его вперед, а всю грязь, что часто оседает на верхах, отвели назад. Что сказать, друзья, видна рука профессионала. Для электроники звучание кажется взрослее и естественнее, а джаз добирает объема и сочности. Не очень стыкуется с героями обзора только какая-то симфоническая или мультиинструментальная музыка, где очень важна тембральная точность и проработка сцены в глубину. Акцент на нюансах здесь, конечно же, есть, но в области низких частот он немного смазывается, а сама акустическая картинка из-за этого наделяется особой такой твердостью и даже монолитностью, из-за чего просто превосходно раскрывается мелодичность и эмоциональность. А вообще характер звучания приобретает такие брутальные мужские оттенки. Похожий эффект я уже встречал, когда при помощи резистора увеличивал сопротивление наушников. И там тоже заметил, что звук начинает в положительном смысле грубеть и оформляться. Подводя черту, напомню, в качестве источника к данным наушникам лучше подбирать что-то быстрое и точное. А по непосредственно звучанию я вполне согласен с приведенной производителем характеристикой. Звук здесь действительно полон экспрессии, силы, естественности. При этом модель чуть теряет в контроле и точности отработки. Правильный, можно сказать, насыщенный такой взрослый звук. Кто вот именно такой ищет. Итогом внутриканальные гибридные трехдрайверные наушники GS Audio SD3, на мой взгляд, тут полностью отрабатывают свою цену. Мы не переплачиваем за коробку, которая по факту будет пылиться в шкафу, а то, что нужно в виде кейса, амбушюр и отличного по качеству кабеля у нас в наличии. Выглядят ушки очень неплохо, нет никаких металлических частей, что особо важно в наших широтах, а главное, звучат они очень густо, напористо и выразительно. Тюнингом, видно, тоже занимались профессионалы. Для электроники, тяжа, хорошего джаза, да и вообще любой не сильно академической музыки модель будет в самый раз. Вот такие вот они, GS Audio SD3. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.